Всех приветствую на своем канале. Сегодня хотели бы поговорить про тромбы в нижних конечностях и как ее растворит. Кровь – это жидкость, которая обеспечивает жизнь организма. Состоит она из плазмы, эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. При сгущении крови, которая сигнализирует о неполадках в организме от гиповитаминоза до стресса, сердце, другие органы и ткани не получают вовремя кислород и питание. Слишком густая кровь заставляет сердце выполнять более тяжелую работу и может привести к гипертонии, образованию тромбов, закупорке сосудов, кровоизлияниям и к летальному исходу. Тромбы могут возникать и внутри вен. Такое состояние называется тромбоз. Чаще всего он поражает ноги, особенно если вы ведете сидячий образ жизни. Но в зоне риска может оказаться любая часть тела. Если такой сгусток крови оторвется, он попадет в общую кровяную систему и может закупорить сосуды в сердце, мозге или легких. Это смертельно опасная ситуация, которая способна привести к сердечному приступу, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии, остановке работы легких. По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, у 3 из 10 людей, избавившихся от тромбоза, тромбы вновь возникают в течение следующих 10 лет. Поэтому приучите себя следить за самочувствием. От этого может зависеть жизнь. Признаки тромбофлебита поверхностных вен, покраснение и припухлость кожи вокруг воспаленных сосудов. Боль на участке с пораженными венами, на коже видны красные твердые сосуды, к которым неприятно прикасаться. При глубоком тромбозе еще хуже. Вены не видны, но вся нога опухает и постоянно болит. Особенно высок риск осложнений при тромбофлебите глубоких вен, тромбы сразу попадают в крупные сосуды и легко разносятся по кровеносной системе. Лечить болезнь нужно сразу, а еще лучше предотвратить проблему. Существует много продуктов, которые могут естественным образом разжижать кровь и помогают снизить риск образования тромбов, и вот 10 из них. Имбирь – противовоспалительная специя, разжижающая кровь. Он содержит природную кислоту под названием салицилат. Аспирин, который рекомендуют пить для разжижения крови, является синтетическим производным салицилата. Для антикоагулянтного действия природных салицилатов можно регулярно употреблять в пищу свежий или сушеный имбирь, добавляя его в выпечку, напитки, разнообразные блюда. Оливковое масло. Потребление оливкового масла, по крайней мере, 1 раз в неделю, снижает активность тромбоцитов, благодаря содержащимся в масле антиоксидантам. В ходе исследований было обнаружено, что люди, употреблявшие оливковое масло первого отжима с высоким содержанием фенола, имели более низкий уровень веществ, способствующих образованию тромбов. Только не стоит подвергать оливковое масло термической обработке, так оно теряет свои полезные свойства. Добавляйте его в салаты, соусы, макайте в него хлеб. Лосось. В борьбе с тромбообразованием может помочь жирная морская рыба. Не стоит бояться этого жира, благодаря высокому содержанию в нем омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, он приносит лишь пользу, тромбоциты теряют способность сцепляться друг с другом, подавляется процесс их скопления в сосудах, кровь разжижается и тромбы растворяются. Для достижения такого эффекта нужно съедать примерно полкило морской рыбы в неделю. К сожалению, на синтезированные омега-БАДы надежды мало, они содержат модифицированные молекулы омега-3. Тогда как в рыбе омега-3 находятся в естественной форме и к тому же сцеплены с другими компонентами. Все это обеспечивает их полное и последовательное усвоение. Ведь организму важно качество поступающих в него полезных веществ. Поэтому, если не удается часто есть рыбу, добавьте в рацион натуральный рыбий жир. Ананас, запеченный с перцем. Тропический плод содержит особый фермент, расщепляющий белки, бромелайн, который считается эффективным средством от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и высокого кровяного давления. Исследования показывают, что бромелайн может разжижать кровь, разрушать тромбы и уменьшать их образование. Включайте ананас в рацион, если хотите предотвратить загущение крови. Также бромелайн обладает противовоспалительными свойствами. Ромашковый чай – еще один природный антикоагулянт, трогательная, на первый взгляд, ромашка, которая подавляет активность тромбоцитов и предотвращает свертывание крови. Хотя ромашковый чай считается довольно безопасным, все же будьте аккуратнее с ним, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства. Пряная кассия. Некоторые разжижающие кровь препараты делают на основе вещества под названием кумарин. В естественном виде кумарин содержится в корице. Кстати, китайская корица или кассия имеет гораздо более высокое содержание кумарина, чем корица обычная. Добавляйте специю в небольшом количестве ежедневно при приготовлении блюд и напитков, но будьте аккуратны, если используете и другие натуральные разжижители крови.
Чеснок. Чеснок обладает природными антибактериальными и антимикробными свойствами, а также антикоагуляционной активностью и уменьшает образование тромбов. Лучший способ извлечь пользу из чеснока – раздавить зубчики плоской поверхностью ножа, чтобы высвободить полезные соединения, а затем съесть зубчики сырыми или наскоро запечь в духовке. Красное вино. В кожице ягод красных сортов винограда содержатся полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами. Благодаря им употребление умеренного количества красного вина или красного виноградного сока препятствует склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Мы всегда это знали. Салат из морской капусты. Морская капуста, она же ламинария, и другие виды водорослей являются природными антикоагулянтами, благодаря, в том числе, содержащемуся в них большому количеству йода. Включение водорослей в меню может принести пользу людям с высоким кровяным давлением, повысить тонус сосудов и уменьшить вязкость крови. Вода – главный борец с густой кровью. Если вы пьете недостаточно воды, то наступает обезвоживание, которое может привести к загущению крови, увеличивая риск образования тромба. В среднем нужно выпивать 2 литра воды в день, но не меньше. Один из способов проверить, на правильном ли вы пути, это проверить свою мочу. Если она бледно-желтого цвета или прозрачная, вы, вероятно, пьете достаточно. Если же она янтарного цвета или темнее, то нужно увеличить ежедневное потребление воды. При наличии каких-либо проблем со здоровьем, прежде чем вводить эти продукты в ежедневный рацион, стоит проконсультироваться с врачом, так как они могут мешать работе некоторых лекарств. Только на первый взгляд ноги достаточно далеко находятся от легких и сердца, но на самом деле вены являются прямым путем для тромбов, и если он оторвется, то может достигнуть легочной артерии за считанные минуты. Именно поэтому важно знать о мерах профилактики и способах избежать возникновения тромбов в венах. Особенно это касается пациентов с диагнозом варикозное расширение вен, им требуются не только профилактические меры, но и регулярное обследование. Профилактика образования тромбов. Движение очень важно, если ноги в течение долгого времени находятся в одном и том же положении, создаются все условия для образования сгустков крови. Вне зависимости от того, где находится пациент, необходимо раз в 1-2 часа хотя бы ненадолго вставать и прогуливаться. Здоровый образ жизни – залог отсутствия нарушений в организме. Стоит отказаться от сигарет и алкоголя, поддерживать вес в норме и употреблять много воды, она разжижает кровь, благодаря чему снижается риск образования тромбов. Если пациент испытывает нехватку жидкости, вязкость крови повышается. Алкоголь также способствует обезвоживанию организма. Следует отказаться от ношения облегающей одежды, которая сдавливает тело, к примеру, корсеты, ремни, белье с тугими резинками. Тоже относится и к тесной обуви. Следует помнить, что всегда проще предотвратить образование тромбов, чем впоследствии проходить лечение или прибегать к хирургическому вмешательству для удаления сгустков. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Будьте здоровы!